Выйдя из номера, получается, в час дня, мы подумали, что мы уже адаптировались в Азии. И то, что нам все нипочем. Ну вот, потому что мы уже почти так, сколько мы уже здесь, с этой стороны? Больше месяца. Но на самом деле оказалось все не так, как мы думали. Нам очень жарко. Всего от Малайзии час полета, а жарище вообще просто космическое. В Малайзии было спокойненько, так шли уже в Малаке вообще уже и гуляли там нормально из 12 до 2, это пекло абсолютно нормально переносилось. Здесь на самом деле так очень сильно топит, и такое по ощущениям, честно говоря, на солнце вообще градусов, наверное, 40. Чуваки какие-то полуободранные, испуганные. Как видно по скоплению машин, сегодня суббота, из Медана подтягиваются жители местные, ну вот, и тоже любят отдыхать здесь в Букет-Лаванге, ну вот, на речке, освежаться. У них все так довольно-таки цивильно адаптировано для того, чтобы провести уикенд. Ну, так что мы так в гущу событий приехали, ну вот, и у нас здесь получается несколько дней. Завтра идем на... Hello. Hello, how are you? Ну вот, и получается у них, у нас завтра трекинг. Ну, в ту гущу, наверное, мы не пойдем. Сейчас выберем бананчик, наверное, домой. Потому что больше ничего не хочется пока что. Духотища жесткая. Ждем все лентяя вот этого, который на байке переезжает по мосту. Вообще просто бомба.
решились вот на такой мостик. Сейчас покажем вам его сверху. Сбоку это смотрится экстремально, конечно. Но вот первые прошли, которые я заснял. На самом деле не так страшно было, там небольшая высота. Но сбоку казалось гораздо так все страшнее, чем есть. Тут некоторые дощечки на доверии. Лучше, конечно, наступать вот так вот посерединке. Ну, потому что такие сухоляпики здесь частенько встречаются. Вот такой мостик красивый. Он уже на самом деле гораздо интересней, нежели вот тот первый, на котором мы шли, если его видно, конечно, отсюда. А его так-то. Ну вот. А вот речка, по которой завтра мы будем спускаться, как мы понимаем, аж вот оттуда. Ну вот. Далеко в джунгли будем забираться и будем там встречаться с орангутанами, ну вот, которые, надеюсь, будут в изобилии, там, как нам обещал наш гид. Ну вот. Начитались, кстати, много на форумах и по отзывам о том, что здесь можно сторговаться прилично, но вот на самом деле он с нежеланием даже пару долларов сбрасывал, поэтому мы не знаем, мы советовать ничего насчет этого не будем. Мы взяли именно этого гида по отзывам, не захотели ходить искать дешевле, потому что много положительного у него. Но вот, помимо его навязчивости, он на самом деле грамотно ищет, по крайней мере в отзывах было указано, вот именно об этом человеке, с которым завтра мы пойдем, о том, что он грамотно ищет и на самом деле получается стаями периодически, ну если так можно назвать, они вообще не любители жить в больших скоплениях, но этот человек находит именно те места, где встречается много в одном месте орангутанов. Так что доверились отзывам, завтра будем смотреть, оставлять свой уже отзыв по факту. Зашли покушать в ресторанчик, но вот, под открытым небом, со смотровой с великолепной, но вот, на речку в зелени, в глуши, подальше от всех. Но и тут нас нашли какие-то музыканты, но это местного плана. Но вот здесь, получается, на выходные подтянулись прилично так индонезцев, индонезийцев, извиняюсь. Ну вот из Медана и нам так рассказали, что здесь близлежащих городов подтягиваются в эту деревеньку, отдыхать сами местные любят ее. Но вот по поводу нашей дороги из Медана до Букит-Лаванга, время у нас заняло на самом деле не 4 часа, как нам пообещал, точнее сказал, с запасом наш водитель, которого нанял владелец нашей гостиницы, в которой мы сейчас проживаем, а гораздо менее. Вместе с обменом, обмен это, конечно, отдельная история, но вместе с обменом у нас в общем получилось максимум 2–2,5 часа, мы там точно прям не засекали. И получается 2–2,5 часа пути следования сюда оказались очень тоже захватывающими. И несмотря на то, что мы очень сильно хотели спать,
Очень-очень захватывающая дорога. Если вы хотите такого легкого экстрима, приезжайте ближе к вечеру, когда потемнеет. И после 9 здесь набирается на самом деле такая очень приличная публика. Я догадался высунуть камеру из машины, точнее из окна машины. Ну вот, и после этого у водителя был легкий приступ. Ну вот, он испуганно ко мне повернулся, попросил очень срочно убрать камеру. Мы остановились на светофоре, но светофор довольно-таки такой был длительный. Минуты 3 мы после того, как я снял, еще стояли, потому что нам горел красный светофор. Да, они здесь иногда останавливаются на красный свет на больших перекрестках, и поэтому получился такой процесс довольно-таки интересный. Он ерзал и смотрел по бокам, точнее в одну сторону, и иногда убирал глаза от тех людей, которые смотрели в нашу сторону с очень большим интересом и с блестящими глазами, и что-то между собой обсуждали. Но вот задние окна были затонированы, и так получилось, что я так периодически нет-нет поглядывал, они не смотрели в нашу сторону, но видно было, что вскользь какие-то взгляды между собой бросали, и видно было, что люди, которые ходили, помимо этого играли на всяких гитарках и тому подобное, это была тоже часть какого-то процесса, который у них в задумке. Ну вот, после того, как мы наконец отъехали, и эти 2 минуты, походу, для водителя были как часа полтора, но вот после того, как мы отъехали от светофора, он нам пояснил то, что вечером здесь как бы такая ситуация, и часто встречаются люди. Он показал как бы на голову указательным пальцем, что у некоторых людей непонятные какие-то мысли в голове, и возникают периодически ситуации, в которых не стоит так поступать и самим нарываться. Допустим, вечером он сказал, ни в коем случае в Медане там ничем не светить. Ну, мы на самом деле про Медан начитались прилично, но я не знал, честно говоря, что до такой степени, что даже как-то из машины могут подтянуть потом за как бы такой поступок. У нас было где-то минут 15-20 езды до Change Money. Водитель ерзал и оглядывался в заднее зеркало и сказал, что вполне возможно, что даже могут поехать. Некоторые неадекваты ведут себя так. И вы насмотрелись видео о том, что там можно как-то на Пхукете там, или где-нибудь в Таиланде на байке путешествовать одному, то забудьте эту идею про эту часть вот Суматры и Медан, в том числе и дорогу вообще от Медана до Букит-Лаванга на скутере. Да и я бы на самом деле на машине тоже бы не посоветовал, потому что где-то с середины дороги начинается очень узкий серпантин, на котором как бы нужен серьезный опыт, и серьезный опыт там не просто на дорогах и там с 20-летним стажем просто в городе, а именно на серпантинах такого уровня, который здесь присутствует. И обгоны зачастую бывают такие, что кажется, зачем это люди делают, когда машин не так прям сильно много, можно выждать паузу, но на протяжении всего времени это встречалось. И за минут 15 езды мы уже моментально встретили аварию, в которой участвовал, слава богу, грузовик и просто легковой автомобиль, а не байкер. Байкеры здесь вообще творят чудеса, как бы, и, по крайней мере, вот с этой частью Индонезии нам показалось, что они гораздо так агрессивнее и резче водят. Это, опять же, повторюсь, вечером. Ну вот, соответственно, если у вас есть мысли по тому, чтобы ехать на как-то в том транспорте вы арендовали и ехать самому, мы бы настоятельно не рекомендовали, потому что, ну, это жесть. Вдруг как бы есть у кого-то такие мысли.
aku mengungkapkan hatiku untukmu. Hanya engkau yang mampu mengerti aku. Tinggalkan dirinya, kembalilah padaku. Hanya aku yang mampu memahamimu. Sudah tutup saja mata, lupakan semua yang telah terjadi. Mari kita mulai lagi satu kisah cinta.